Всем привет! С вами Сергей Гломозда, генеральный менеджер Virtus.pro. Вчера в интернете появилась новость, связанная с тем, что Бакыт является свободным агентом Нави. И я считаю, что это просто мой долг, и обязанность прокомментировать эту ситуацию, делать ее не такой однобокой, которая она есть сейчас, или является сейчас в глазах сообщества. Да, соответственно, после провала в Лейпциге у нас было несколько довольно жестких разговоров внутри. Мы обсуждали, какой состав помог бы нам выигрывать мейджоры, который помог бы нам занять хорошую позицию на The International. Это обсуждение я вел с капитаном команды, он с игроками, мы с игроками общались. И на тот момент было несколько кандидатур с точки зрения игроков, и один из них был Бакыт, который мог бы потенциально усилить нашу команду. Вечером мы договорились, что мы свяжемся с игроком, капитан в лице Алексея Березина узнает его интерес. Если этот интерес есть, тогда я уже как генеральный менеджер свяжусь с организацией, и мы вступим в какой-то переговорный процесс. Утром мне позвонил Алексей, он сказал, что Бакыт заинтересован и хотел бы у нас играть. У него нет действующего контракта на 2020 год. Для меня это было большое откровение, да, я этого не ожидал, но принял за должное. Сказал, хорошо, тогда на этом этапе я свяжусь с генеральным менеджером Нави, и мы с ним обсудим вариант, как сделать этот трансфер. Я связался, да, с Евгением. Да, наш первый диалог ничем хорошим не увенчался, то есть он довольно был критичным, и я понимаю его. Я понимаю те эмоции, которые были у Евгения на тот момент. Мне было бы также, наверное, обидно, грустно и агрессивно, я не буду этого скрывать. Но факт остается фактом, да, на тот момент игрок желал к нам перейти, и у него была по контракту эта возможность. По большому счету, уже в тот момент, после первого звонка, юридически я мог бы вообще не вступать в эти переговоры. То есть мы бы могли забрать Бакыта, у него нет контракта, не платить никакие деньги, никак не пытаться по-человечески эту ситуацию разрешить. Но я решил, что это все-таки не хороший вариант, и мы еще раз несколько раз общались с Евгением, я ему объяснял, что ну давайте мы проведем сделку, ну давайте вы проверите контракт, а действительно ли он у вас подписан, а вдруг будет ситуация, что вы отправите Бакыта на банку, а контракта у вас нет, для вас это будет намного хуже, если он перейдет в другую организацию. Потому что, с одной стороны, вы будете пытаться спасти себя, но вы будете рушить карьеру другому человеку и, может быть, жизнь другому человеку, понимая, как в этой индустрии, насколько короткий жизненный, да, путь игрока. Вначале это, естественно, была довольно большая критика в нашу сторону. Я сам общался с Бакытом, потому что мне нужно было в один момент понять, действительно ли интерес искренний. Мы с ним говорили, я понял, что он испытывает довольно большое давление о том, что ему говорит организация, что его карьера будет испорчена, он уже никогда нигде не сможет играть, он будет сидеть на банке, все это неэтично и тому подобное. И в один момент мы перешли с Евгением в более конструктивный диалог. Я сказал, хорошо, вы считаете, что у вас контракт подписан. Игрок мне говорит, что его нет. Если мы в этой ситуации не разберемся, скорее всего, может произойти что-то плохое. И в итоге оказалось, что да, действительно контракт есть подписанный. Он подписанный на ровно 2019 год. Опять же, с Евгением в диалоге я говорил, хорошо, давайте обсудим трансферную историю. Опять же, мы могли бы и не платить эти деньги. Но я понимал, что для организации это удар, для менеджмента это удар, для игроков это удар. Поэтому нужно эту ситуацию довести до логического конца. Я не буду скрывать, что в один период времени у меня было внутреннее ощущение, что, может быть, я делаю что-то не так. Может быть, действительно я должен не лезть в эту ситуацию, пускай игроки другой команды сами разбираются с тем, что происходит. И, может быть, я действительно должен сказать Бакыту, извини, я знаю, что у тебя контракта нет, ты у нас хочешь играть, но мы это не сделаем, потому что я считаю, что меня могут в индустрии считать довольно жестким человеком. Но было бы жестко, на самом деле, с моей стороны, если бы я пошел на эту уступку. Если бы я, зная всем, что происходит, сказал бы человеку в его мечте «нет». Тем самым поставил бы его, поставил бы свою команду игроков, которые мне доверяют, и организацию, за которую я сейчас работаю, играю. Поэтому в конечном итоге, да, оказалось, что контракта нет, Бакыт свободный агент,
Опять же, мы предлагали это закрыть через трансфер. Команда Нави отказалась от этой трансферной сделки. И в итоге через 2 дня после нашего последнего диалога это превратилось в 20-минутное видео с драмой, которое описывает, насколько мы являемся сверхзлодеями в этой индустрии. Здесь немножко лирики, но мне кажется, что ее очень важно донести для аудитории. Мне, может быть, с профессиональной точки зрения, хотелось бы, чтобы мы были суперзлодеями. И в любой момент, когда мне нужно было забрать любого игрока в рынке СНГ, для этого требовался лишь один звонок, сразу все моральные принципы ломались, люди как зомби вставали с своих мест, бросали контракты, людей, с кем они взаимодействуют, и переходили к нам. А в это же время мой отдел сверхюристов мог разрушить любой контракт, я бы никогда по ним не платил, потому что у меня была эта сверхсила. Мне хотелось бы, чтобы это было. И я не говорю, что этого варианта нет, но мне кажется, он менее реалистичен, чем вариант того, что организация иногда сама лукавит и говорит о том, что у игрока все хорошо, что он безумно счастлив, что для него есть все созданные условия, и он поступает неэтично. Суть в том, что, скорее всего, желание перейти куда-то, оно зарождается не за 2 минуты разговора, оно зарождается за месяца, недели, может быть, года, когда ты понимаешь, что ты для своей жизни, для своей карьеры хочешь чего-то более хорошего, более лучшего. Это абсолютно нормальное желание любого человека, чем бы он ни занимался. В тот момент, когда у него появляется эта возможность, он ее использует, при этом не нарушает закон. Если мы посмотрим на это как не индустрию киберспорта, то как бы осуществлялся этот переход? Человек бы увидел компанию, где он хочет работать, увидел бы вакансию, сходил бы на собеседование, обсудил это все, пришел в свою организацию и уведомил о том, что он переходит. Далее он либо переходит, либо нет. То, что описывается сейчас, по сути, меня должен набрать другой генеральный директор организации, сказать, что у него есть сотрудник, который хочет перейти, но это будет нехорошо по отношению к организации. И я должен на это согласиться и сказать, да, конечно, у нас есть возможности, желания, но пускай это все будет у вас. Я не буду в это лезть. Это будет неэтическое решение с моей стороны. Поэтому, да, мы оказались в той ситуации, в которой оказались. Она для меня довольно болезненная. Не так болезненная, как для меня персонально, а мое болезненное восприятие того, как комментирую действия Бакыта. Потому что я считаю, что он поступил абсолютно правильно, и он не заслуживает той критики и прессинга, которая есть. Опять же, задумайтесь, если бы все было так хорошо, зачем бы человек решил уйти? Если бы контракт был подписан, у нас был бы совсем другой диалог. А теперь, если контракта нет, а человек сидит на банке, кто ломает имидж организации? Явно не игрок. Поэтому я надеюсь, что вы постараетесь объективно посмотреть на эту ситуацию с 2 сторон и примите для себя внутреннее решение, как вы считаете, кто поступил правильно, а кто нет. Спасибо. Всем привет. Я хотел бы высказаться насчет всей сложившейся ситуации и как это все происходило с моей точки зрения и чем я руководствовался. Начну с самого начала. После нашего выступления на TI у нас была сложная ситуация в команде, и я вел переговоры, с Женей и прямо заявлял ему, что я хочу рассматривать, и могу ли я рассматривать с его разрешения какие-то другие предложения от других организаций, игроков и так далее. Он мне сказал, что все окей, и спрашивал о том, что есть у меня претензии к организации Нави, и готов ли я выступать под их тегом. Я сказал, что да, что я готов рассматривать их какие-то предложения по условиям, по игрокам, и также рассматривать от других. Он сказал, что все окей, и дал мне разрешение, но я выделил тот момент, что если меня позовет Соло из Virtus.pro, что мне не захочется рассматривать другие предложения, потому что я очень хочу с ним поиграть и считаю его очень сильным и опытным игроком. Он меня спрашивал с Zero Gravity, почему я так руководствуюсь. Но я им сказал, они в принципе меня поняли и сказали, что окей.
Это вообще не секрет, что я разговаривал с ФНГ. Я рассматривал варианты в Гамбит с ним и вел с ним переговоры какие-то, ну, просто общался с ним, чтобы узнать, как он думает, какой он вообще игрок, человек и так далее, чтобы рассматривать чтобы я мог рассматривать для себя предложение. И как бы, Нави пришли ко мне через пару дней, они мне сделали предложение, да. Они предложили мне увеличить зарплату в 2 раза. Для меня пока что очень важен именно состав, и на тот момент я дальше продолжал общаться с ФНГ. С течением времени МАК договорился начал какие-то переговоры с Пашей, и я очень тоже хотел поиграть с Пашей, тем более он 3, я 4, это наша линия, и он начал вести переговоры. Близи сразу заявил о том, что он хочет отдохнуть и взять инактив, и нам предлагали как-то сохранить состав вчетвером, добрать какого-то игрока, и потом, конечно, предложили Пашу, и вроде все выглядит круто, но я сразу говорил, что у нас есть проблемы в команде, у нас 4 есть некие конфликтные ситуации, что это может не сработать, и то, что я все так же рассматриваю какие-то варианты там с ФНГ и так далее. Потом мы пару дней очень долго разговаривали между собой, с тренером и так далее, и с менеджментом, и пришли к варианту, что мы попробуем все-таки уладить наши какие-то конфликтные ситуации, моменты, и мы сможем вместе как-то прорваться и дальше хорошо выступать, сохранив почти весь ростер, 4 игрока, и взять при этом еще Пашу. Выглядит все очень круто и сильно. Но все-таки были сомнения. И когда я говорил с менеджментом, они меня упрашивали, чтобы я остался с ними, потому что последнее решение я сделал в последний день на TI. Я пообщался с ФНГ и с нашей командой, и все-таки я решил, что можно здесь что-то попробовать. Но при условии, что мой контракт не будет продлеваться, он также закончится 31 декабря 2019 года. И мне сказали, что если будет все очень плохо, они спокойно меня отпустят, они меня продадут на дружеских отношениях. Но мы поговорили, и я сказал о своих сомнениях, что все-таки возможны будут проблемы. И они мне сказали, что если что, давай попробуем, сезон только начнется. И после первых квалификаций на мажор, если тебе совсем будет дискомфортно, то мы тебя спокойно продадим, отпустим и так далее. И на этих условиях я решил, что можно попробовать. Почему бы и нет? Всем известно, что первые квалификации для нас были провальными, и Акбар ушел с состава. И тогда мы оказались в очень сложной ситуации. Для меня это было сложно, потому что когда Паша пришел в состав, ему сказали, что мы сплоченные. Мы сплоченные 4 игрока, и приходи к нам, и все будет круто. Но, как оказалось, это не до конца правда, и Паша чувствовал, он сам говорил, что как так, парни, что происходит. Он сам был в недоумении, почему это он пришел, и мы убираем из состава капитана. И я на тот момент очень сильно переживал. Еще уже сезон начался, и мы не могли в тот момент найти 5, которая сможет и быть капитаном, еще как-то ворваться, влиться в наш состав. Это все очень было сложно. И у нас было довольно много времени, потому что мы проиграли квалификацию, у нас было около 1,5 месяца, и было около недели тишины, кого же тестить, и была такая сложная ситуация. И я решил, что вообще, как я пришел к тому, чтобы попробовать себя на капитана, мне Magical сказал, не хочешь ли ты, не знаю, можем ли мы рассматривать какие-то варианты, что ты, Заяц, сможешь сесть на 5 и стать нашим капитаном, потому что мы в хороших отношениях, мы друг друга уважаем, и в меня от парней есть вера. Я тогда прямо спросил, если это надо, потому что, как мне кажется, с моей стороны это было так, что или сейчас будет дисбанд, и я сам уйду в инактив, потому что у нас не будет структурированного ростера, или надо взять ответственность на себя и попробовать себя в роли капитана. Мне предлагали, конечно, на 5 сесть, рассматривать какие-то хороших игроков на 4 позиции,
Но я парням сразу заявил, что у меня как бы есть желание и некий опыт в прошлом в капитанстве, и что я попробую это сделать, но я в первую очередь хочу оставаться четверкой, потому что у меня, как мне кажется, очень хорошо получается, и в этом я вижу больше перспектив для себя. И из-за этого капитанство для меня было немного, ну, честно говоря, было обузой. И мне изначально я приходил к этому решению только из-за того, что без этого решения, скорее всего, мы бы, не знаю, просто развалились. Ну вот. Конечно, я благодарю всех, ну, благодарю команду, которая поверила в меня, которая воодушевила, поддержка и со стороны организации, и со стороны команды. И мы начали как бы пробовать меня в роли капитана, но я сразу сказал, что это все будет сложно, и в первую очередь я хочу остаться хорошей четверкой. Если будет все очень плохо, то я не буду продолжать на роли капитана, и вот так вот. Я четко давал понять менеджменту, что если у нас будет все так себе, потому что мы еще после TI договорились, что они в любой, ну, как бы отпустят меня там. После первых квалификаций, ну, как бы я решил остаться, и тут, ну, как бы были вторые квалификации. И сам менеджмент знал, что если мы провалимся, то, скорее всего, я скажу, что я не захочу быть капитаном, будут какие-то перестановки, я, возможно, ну, я для себя собирался, если что, уйти в инактив, чтобы успеть найти команду или подобрать команду к TI. Ну, там разные могли быть ситуации, это уже такое. Ну вот. А после вторых квалификаций на мажор мы их выиграли. И тогда да. И тогда я сказал, ну, так как у меня до конца контракта оставалось полтора-два месяца, я сказал менеджеру, что ну, как бы я готов там обсудить дальнейший контракт, сроки и так далее. Ну, вот. Он сказал, окей, ну, мне надо пообщаться с Женей. Ну, вот. На тот момент, конечно, мне казалось, что все круто, но по-любому приходило осознание, что СНГ, ну, как бы победа, там, выход со второго места в СНГ квалификациях, это еще не успех и далеко не показатель того, что я справляюсь, что все хорошо. И, очевидно, проверкой должны были быть Сингапур, ближайший лан с хорошими командами, и мажор. На момент Сингапура я как раз хотел обсудить с Женей свои сомнения в том, что у меня иногда получается, иногда нет, это все очень нестабильно работает. И перед Сингапуром ну, мне уже предложили переподписать контракт в Сингапуре, но я попросил менеджера отдалить этот момент, потому что я хотел вот насчет этого разобраться и как-то поговорить с Женей. Вот. Я ему написал перед вылетом в Сингапур, и для меня это был очень такой сложный, вязкий разговор. Я ему написал один раз вот перед Сингапуром, потом, ну, на время лана я как бы подзабылся, потому что мы играли, готовились, все дела. Мы выступили, ну, типа, довольно средние, и после прилета, очевидно, я еще раз хотел, ну, мои сомнения все больше подпитывались после Сингапура. И мне хотелось поговорить с Женей насчет этого. Я ему написал потому что после Сингапура мы прилетели, там Новый год, все дела, и в первых числах января, после Нового года, я написал еще раз, что я хочу как бы поговорить насчет контракта, насчет вот этих условий. Что именно я хотел обсудить с Золотаревым, что так и не произошло, потому что, как он сказал, что он был в отпуске, мои сомнения насчет моего капитанства и всего вот этого очень сильно подпитывались после Сингапура. Я думал написать ему и сказать о том, что я хочу подождать с продлением контракта на 1 месяц, потому что будет как бы мажор, и я для себя четко пойму, получается ли у меня и стоит ли идти в сторону капитанства, или же надо забросить и пробовать себя дальше и позиционировать себя как просто хорошей четверкой. Ну, вот. Так как этого разговора не произошло, я даже не знал, что у меня есть какой-то автор продления в контракте. Я как бы доверял Нави и не думал, что у меня есть такой пункт. Ну вот. И
потом как бы это все было уже в январе. Он мне написал, что он был в отпуске около 13 января. Но я уже был на буткемпе, и как бы, ну, это уже подготовка к мажору и так далее, и опять стало как бы не до этого. Возможно, это моя ошибка, что я должен был, наверное, больше инициировать этот разговор, но он тоже для меня был каким-то неудобным, и когда я ему писал, а он просто не отвечал, и мне хотелось тоже как бы отдалить этот момент, потому что реально назревал очень сложный разговор. Менеджеру мне не хотелось говорить, потому что я с Игорем был в хороших отношениях, и он как часть команды, и это очень было странно иметь такие, возможно, сомнения у себя перед поездкой на мажор, и я не хотел, чтобы кто-то в моей команде об этом узнал. Из-за этого я хотел как-то обсудить только с Женей. Я не хотел, чтобы мои тиммейты или менеджер, тренер, кто-то с стаффа думал о том, что есть какие-то проблемы. Вот. После нашего выступления на мажоре, да, мы начали хорошо, вроде бы неплохо получалось, но, как мне кажется, я далеко не справлялся с капитанством, и это все больше на меня давило. И потом, когда мне написал Соло о том, что он желает играть со мной, что он меня уважает, и меня это очень сильно воодушевило. Воодушевило в том плане, что как раз у меня были сомнения о том, что хочу ли я продолжать вот это капитанство или просто условно под крыло какого-то капитана играть и выступать хорошо на 4-й позиции. И очевидно, я очень загорелся этой идеей и сказал, что мне надо сначала поговорить как бы с командой, потому что мы там уже план выстроили и так далее, и мне очень было неудобно в этом плане. На следующее утро первому, с кем я решил сказать, это менеджеру, потому что я ожидал от него каких-то наставлений или чего-то еще в плане, что он мне поможет, или как-то правильно высказать парням и так далее, потому что не секрет было, что мы в очень хороших дружеских отношениях были, и из-за этого у меня такая сложная дилемма была, потому что я понимал, что здесь и мне хорошо, здесь, меня все устраивало, в принципе, но я знаю, что для моей карьеры, для моих амбиций мне нужно было уходить. Я подошел как бы к менеджеру, сказал, он отреагировал очень тяжело и сказал пообщаться, с Золотаревым. Я позвонил Золотареву и сказал, что вот так, что у меня есть желание перейти с Соло. И почему, он тоже спрашивал. Я после тебя объяснял, что с Соло я хочу играть, и мне хочется быть с капитаном. Вот. Он мне предложил подождать 2 дня, подумать и так далее. Не подумайте, что я просто как-то нагло это все побыстрее решил сделать и так далее. Для меня наоборот казалось, что я не хочу подставлять ни парней. Они говорили, вот я ухожу за 2 недели до квалификации. Но в том-то и дело, я понимал, что очень мало времени, и лучше я предупрежу их, чем раньше, тем лучше, чтобы они тоже подобрали себе игрока, нашли мне замену и смогли тренироваться. Потому что после Лейпцига мы буквально через 4 дня должны были уже собраться на буткемп. И из-за этого для меня показалось, что я, наоборот, должен побыстрее это все сказать, и как-то, чтобы они понимали ситуацию. Женя сказал окей, и тогда я реально метался пару часов, не находил себе места, как все-таки сказать, потому что еще менеджер очень сложно это воспринял, и я понимал, что парни тоже это очень сложно воспримут. И мне очень жаль, что так получилось перед командой, потому что я так и нормально не смог все рассказать всем, почему. Потому что у нас как такового не получилось, что мы собрались всей командой, я высказал почему и что, как у меня произошло вот это вот мое решение. Потому что перед
этим разговором мне подошел менеджер КАФ и сказал, что там реально в агрессивной форме, что я как бы типа сяду на банку, меня не будут год отпускать никуда. И как бы я вот так условно заруинил себе карьеру, вот теперь уже жалею. И, конечно, я очень расстроился. Я спросил, почему так происходит, ведь до этого как-то были обещания, что если я захочу куда-то уйти, будет просто какие-то разговоры и так далее, что они всегда смогут провести какой-то трансфер. И, вот. И, конечно, после такого мне, как минимум, я точно понял, что я не хочу оставаться в этой организации, потому что мне угрожают. Потом я поговорил с Золотаревым, он мне объяснил это хотя бы более-менее нормально, потому что я его спросил, почему. Он говорит, что да, он не хочет отдавать там конкурентам, игрока и так далее. Но по-любому мне уже казалось, что против меня все настроены. И про ситуацию, то, что я уехал на 2 дня раньше с Берлина, с мажора, потому что, очевидно, в такой ситуации на меня очень много давило, и очень много людей были настроены против меня, и мне захотелось поскорее вернуться домой, отдохнуть. Тем более я был на буткемпе, мы готовились, мы играли там турнир, и еще вот это все происходило, и мне нужно было перезагрузиться. И я уехал, я решил, что мне надо прямо сейчас, этим же вечером уехать. Тем не менее, я хочу попросить фанатов, всех людей, которые следят за этой ситуацией, отнестись ко мне с пониманием, потому что, да, у меня был выбор остаться в дружелюбной, в хорошей команде с хорошим тегом и, в принципе, пытаться дальше расти как капитану и преодолевать какие-то трудности. Но для своей карьеры я решил, что мне будет лучше продолжать играть как четверка, и это было правильным решением для меня с точки зрения моей карьеры. Прошу просто отнестись к этому с пониманием. Да, мне довольно неприятно слушать сейчас очень большой хейт в мою сторону. И я могу некоторые вещи понять, почему ко мне так сейчас будут относиться, но тоже прошу подойти к этому с пониманием. После инта мы приняли решение, что строим все с нуля, и понимали, что у нас есть время потестить что-то, рискнуть, определиться с направлением, в котором мы хотим двигаться, и решили попробовать молодых ребят из матчмейкинга без достаточного опыта компетитива, насколько они впишутся, получится ли у нас это довести до ума, готовы ли они, готовы ли мы к таким переменам и к такому риску. Практически 5 месяцев мы отыграли вместе, и, как все могли заметить, результаты были не теми, которые мы ожидали, то есть играли мы достаточно плохо. Виноватых в этой ситуации искать не стоит. Я думаю, что и мы со своей стороны сделали меньше, чем могли, чтобы помочь парням. И, возможно, они не готовы играть на таком уровне пока. Но я уверен, что у них большое будущее, все впереди. Вторая половина сезона началась, и времени до интернешнала не так много. Для себя мы определили, что хотим собрать финальный вариант команды, с которым мы пойдем до инта как раз где-то февраль-март. Поэтому времени на тесты и на риски у нас больше не осталось. И мы решили собирать боеспособный состав из тех людей, кто уже себя зарекомендовал, доказал, что они состоялись как дотеры, как успешные дотеры. И Заяц — это явно такой игрок. Пробивался с самых низов и отлично играет на четверке. Мы хотели играть с Зайцем, Заяц хотел играть с нами. Поэтому после Лейпцига я позвонил ему и спросил, будет ли ему интересно играть с нами в команде, на что он ответил «да». И мы сразу обсудили, что хотим сделать все честно, открыто, чтобы организации договаривались между собой, не было каких-то как раз интриг и всего прочего. Поэтому я позвонил Сергею и сказал, что нужно звонить Золотареву, общаться с ним по поводу Зайца, разбираться как организации между собой. Что из этого получилось, вы все знаете.
Пусть каждый уже для себя сам рассудит, насколько это справедливо с нашей стороны или в какой ситуации оказались Нави. Мое мнение, что все было честно, открыто. Если игрок хочет играть в команде, то силой его держать это неправильно. В доте всегда на первом месте были человеческие отношения и вера в то, что ты делаешь. Я очень рад, что Заяц Virtus.pro, Заяц рад играть с нами. Я думаю, что мы покажем уже скоро все, на что мы способны. Поэтому болейте за Virtus.pro, поддерживайте нас и все сами увидите.